Иногда судьба сводит двоих людей столь невероятным путем, что таким историям сложно поверить. Никто не знает, где две одинокие тропы сойдутся, случайно или по высшему замыслу. Но порой один единственный миг собирает все в единую картину, которую уже не изменить. Именно так можно описать то, что случилось с девушкой по имени Астрид Нильсон. Она родилась в зажиточной семье в Норвегии. Все ее детство прошло в родном Бергене, а после школы она перебралась в Барселону, где успешно окончила университет. Жизнь складывалась как по маслу: высшее образование, затем карьера актрисы, а к 29 годам Астрид уже стала режиссером и художественным руководителем известного театра. На первый взгляд казалось, что все в ее жизни распланировано до мелочей, за одним исключением: она была одна. Из-за плотного графика, постоянных гастролей и разъездов девушка не могла встретить своего человека. В то время как ее подруги давно вышли замуж и растили детей, Астрид проводила долгие холодные вечера в одиночестве. При этом нельзя сказать, что ей не уделяли внимания мужчины, напротив, его было с избытком. Но все было каким-то не тем, не настоящим. На дворе стоял 2007 год, Астрид исполнилось 29, и через неделю должен был наступить ее юбилей. Почему-то это событие ее совсем не радовало. Чтобы отвлечься от гнетущих мыслей, она решила устроить себе небольшой отдых и отправилась в Брюгге, один из своих любимых европейских городов. Однажды, после насыщенного дня, Астрид сидела на скамейке в центре города, ожидая подругу, с которой собиралась провести вечер. Она наблюдала за прохожими, любовалась влюбленными парами и в глубине души чувствовала легкую зависть. В тот момент, глядя на закат, она загадала желание. Все-таки день рождения совсем скоро, вдруг сбудется? Это был прекрасный миг, пока его не прервал незнакомец. Астрид заметила, что к ней приближается бездомный. Обычно в таких ситуациях она старалась сразу уйти. Девушка испытывала настоящую панику перед людьми, живущими на улице. Молодой человек подходил все ближе. Несмотря на густую бороду, грязную одежду и резкий запах, Астрид будто приросла к деревянной скамейке. Он подошел и совершенно спокойно спросил, который час, хотя прямо напротив висели большие городские часы. Астрид ответила: 5:30. Как позже она вспоминала, это было необъяснимо. Я раньше никогда не разговаривала с бездомными. Наоборот, старалась держаться подальше. Но в тот день не могу объяснить, что на меня нашло, но больше всего ее поразила уверенность парня. Несмотря на социальную пропасть между ними, он чувствовал себя совершенно спокойно и уверенно продолжал беседу. Астрид решила не обрывать разговор. Времени до встречи с подругой было еще достаточно, и ей стало любопытно, кто же перед ней. Слово за слово, и они разговорились. Девушке вдруг стало с ним легко, будто он знал ее с детства. Особенно она обратила внимание на его красивые, глубокие, орехового оттенка глаза. В них было что-то гипнотизирующее. Парень представился Джек. И хоть выглядел он, мягко говоря, странно, Астрид было комфортно, а сам Джек не мог оторвать взгляда от собеседницы. Они разговаривали не больше 10 минут. Подошла подруга Астрид, а Джек на прощание с улыбкой, полувсерьез, назначил свидание. «Давай встретимся здесь через 5 дней». Конечно, Астрид не собиралась приходить. Она была уверена, что и Джек забудет об этой встрече. Но всю следующую неделю не могла выкинуть его из головы. В итоге все-таки решила, почему бы не прогуляться возле той скамейки. У нее оставался еще один день до отъезда в Прагу. Пройдя мимо, она с изумлением увидела, что Джек действительно пришел. Он ждал.
Их вторая встреча прошла прекрасно. Джек немного привел себя в порядок, побрился, попытался выглядеть прилично. Хоть его руки и ногти были в ужасном состоянии, Астрид этого уже не замечала. В тот же день Джек открылся ей. Когда-то он путешествовал по Европе, но быстро остался без денег. Он был из США, родителей у него не было. Работал, где придется, но почти все тратил на алкоголь. Это была его слабость, с которой он не мог справиться. В итоге оказался на улице и уже больше года жил в городском парке. Но, как он сам сказал, после встречи с Астрид что-то внутри него изменилось. С того дня он бросил пить, а они говорили до самой ночи. Астрид рассказала, что на следующий день возвращается в Прагу. Вряд ли они увидятся снова, но она все же оставила Джеку свой номер телефона, просто из вежливости. Вернувшись домой, она никак не могла его забыть. Ее 30-летие наступило через несколько дней. Когда зазвонил телефон, она неохотно подняла трубку, ожидая очередного шаблонного поздравления. Но вместо этого услышала знакомый голос: «Привет. Я помню, что у тебя сегодня день рождения. Хотел поздравить лично». Девушка не верила своим ушам. Он в Праге. Когда она спросила, как ему это удалось, он признался: приехал на поезде. Хотел быть раньше, но его задержала полиция, он украл в магазине курицу. Этот день Астрид запомнила навсегда. С тех пор Джек и Астрид больше не расставались. Он переехал к ней, устроился на работу электриком, завязал с выпивкой. Уже через месяц его было не узнать: ухоженный, опрятный, внимательный и заботливый. Через 2 года они сыграли свадьбу. Джек содержал семью сам, а затем открыл свою компанию по ремонту. Через 6 лет у них родилась дочь, а еще через 2 года — сын. С момента их первой встречи прошло 15 лет. Дети знают историю знакомства родителей, но пока не до конца осознают ее глубину. Для них просто забавно, что папа когда-то жил на скамейке. Астрид признается: за все эти годы я ни разу не пожалела, что пришла тогда на ту встречу. Мы даже ни разу не ссорились. Именно о такой любви я мечтала всю жизнь. У каждого своя история любви. Но как бы она ни складывалась, важно помнить: если кто-то твой человек, вы обязательно встретитесь. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!